Всем огромный привет! Дябик! Все, блин. Я иду. Всем привет! Вы на канале Мари Россо. Сегодня сплетем простое колечко из бисера, которое выглядит на все 100. Плетется легко и быстро, минут за 30-40. Справится даже новичок. И материала тоже уходит мало. В конце видео скажу точное количество затраченного бисера и бусин. Одевая на прогулку свое колечко, все никак не могу налюбоваться его мерцанием при малейшем попадении солнечных лучей. И поэтому я прозвала для себя его «Сияние». Просто кольцо сияния. А само это кольцо подходит как и под более классический образ, но и под спортивный. Не станем больше тянуть. Поехали! Сегодня сплетем вот такое яркое и стильное колечко в технике ручное ткачество. Мне очень понравилось сочетание бисера с такими мерцающими бусинами-ронделями. Для начала подбираем бисер. Он должен быть одинакового размера. Сначала я хотела использовать этот черный матовый чешский бисер, но потом вспомнила, что где-то в остатках у меня был матовый изумрудный. Его и взяла. Это чешский бисер 10 размера. А также нам понадобится нить для бисера, желательно использовать в тон выбранного бисера, ножницы, иголка для бисероплетения и бусины-рондель. У меня это микс бусин, заказывала как-то на AliExpress. Нам понадобится только 10 таких бусин диаметром 4 мм. Отмеряю нить длиной 140 см. Заправляю в иголку и складываю ее вдвое. Нанизываю любую бусину, оставляя свободный край нити где-то 10 см. И обхватываю бусину 2 раза. Это стопорная бусина. Она должна плотно держаться на нити и не скользить. Зеленое кольцо я хочу сделать немного уже, поэтому буду набирать не 10 бисерин, как на сером, а 8. Первый ряд отвечает за ширину кольца. Вот мы набрали 8 бисерин, фиксирую их левой рукой и набираем еще 2. Заходим в 2 последние по направлению сверху вниз. Подтягиваем и поднимаемся через эти 2 бисерины второго ряда. Хорошенько подтягиваем. Снова набираем 2 и заходим в 2 бисерины напротив, пронизывая их сверху вниз. Подтягиваем нить. И возвращаемся через эти 2, как на видео. Мы всегда будем набирать по 2 бисерины. И вот таким вот образом цепляемся за стенки предыдущего ряда. Выводим нить вверх. Набираем 2 и заходим в 2 крайние бисерины. Подтягиваем. Мы проплели уже 2 ряда. Чтобы перейти на 3, переворачиваем заготовку. Процесс постоянно будет повторяться. Набираем 2, цепляемся на 2 с предыдущего ряда, выводим иголку по направлению вверх. И снова набираем бисер, заходим в зеркальные бисерины и выводим нить вверх. На этом простом принципе построена вся техника данного плетения. Сложнее даются только первые 2-3 ряда.
Нужно хорошо держать и подтягивать. Дальше становится проще. Ряды ложатся ровно, и это позволяет плести все быстрее и быстрее. Если вот так вот немного путается нить, оттягиваем бисер и подтягиваем нить повторно. Закончили третий ряд. Переворачиваем заготовку и точно в таком же порядке продолжаем плетение. Вот и четвертый ряд. Таких нам нужно будет сплести 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Вот как это выглядит с обеих сторон. Даже нити вон сколько еще осталось. Подготавливаем бусинки. Диаметр моих 4 мм. Начинаем новый ряд с 2 бисерин. Выводим иголку вверх. Набираю одну бусину и цепляюсь в 2 бисерины из предыдущего ряда. Принцип здесь остается тем же, только мы чередуем шахматкой. 2 бисерины, бусина, 2 бисерины, бусина. Бусинки можно предварительно прикладывать и смотреть, подходят ли по цвету. Таких рядов с бусинками мы будем делать 5. Первый готов. Переворачиваем заготовку. Набираем 2 бисерины и заводим иглу в красную бусину. Поднимаемся иглой вверх. Теперь набираем рондель. Таким образом, сверкающие бусинки будут ложиться в шахматной последовательности. Точно таким же образом продолжаем плетение. Голубая бусинка. И второй ряд готов. Переворачиваем заготовку и проплетаем еще 3 ряда. В конечном итоге должно получиться 5 рядов и с бусинками. Это условный центр колечка. Теперь будем доплетать и моделировать сам размер кольца. Как и прежде, всегда набираем по 2 бисерины и цепляемся за стенки предыдущего ряда. Тут я проплела 4 ряда, и у меня закончилась нить. Чтобы закрепить нить, пронизываем иглой весь предыдущий ряд. Заходим еще в несколько бисерин, отрезаем иголку и завязываем двойной узелок. Обрезаю хвостики и прячем узелок внутрь бисера с помощью иголки. И точно по такому же принципу будем закреплять новую нить. На этом этапе можем снять нашу стопорную бусину, а нить продеть в иголку и закрепить вот здесь. Продолжаем плетение. Количество рядов тут у вас может меняться. Подгоняйте до своего размера пальца. У меня получилось 11 рядов, 5 и с бусинами и снова 11.
А по бисеру это все, что у меня осталось, а ведь его и так было совсем немножко. И нам остается только сшить колечко. Выбираем лицевую сторону и оборачиваем колечко удобно вокруг пальца. Заводим в 2 зеркальные бисерины. И возвращаемся в 2 исходные. Тут ходим только по кругу, как и ранее. Теперь спускаемся на 2 ниже. Получается, пронизываем все 4 бисерины. Цепляемся за 2, которые напротив. И таким образом спускаемся ниже. На видео все достаточно отчетливо изображено, поэтому, думаю, вопросов с закреплением не возникнет. Хорошенько подтягиваем после каждого действия. И крайнее звено. Обходим по кругу. И подтягиваем. Пронизываем в рандомном порядке несколько рядов для дополнительного закрепления. И фиксируем нить. И наше яркое сверкающее колечко готово украсить любой ваш образ. При желании можно сделать потолще, как серое, к примеру. Тут ширина колечка 10 бисерин. А торец, смотрите, какой красивый, ровненький. Можно использовать нить в тон, чтобы скрыть ее, или контрастную, чтобы наоборот выделить. В общем, при минимальных затратах по времени и материалам у нас получилось стильное трендовое колечко. На серое колечко ушло 246 серого бисера и 12 бусин ронделей, а на зеленое ушло 196 зеленых и 10 бусин ронделей. Обязательно пишите в комментариях, как вам эти колечки и какую из идей еще воплотить в жизнь. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Россо.